У нас в доме отключили горячую воду, но это еще полбеды. Значительно хуже, что из-за этого на стыке труб начало капать. Да так активно, что за ночь накапало вполне себе небольшую мисочку, которую муж предусмотрительно поставил. А я-то наивно думала, что можно одной тряпкой ограничиться. К утру мы поняли, что так жить нельзя, и вызвали сантехника. Он пришел на удивление быстро. То есть не просто сегодня, а прямо сразу через полчаса после вызова. Я даже не знала, что так бывает, но вот расширила горизонты. Быстрый сантехник оказался очень злым. Интересно, это взаимосвязанные факторы или случайно так совпало? С порога он заявил, что это самый плохой дом, что его строили какие-то косорукие люди, а сантехнику в нем монтировали какие-то редиски, сделанные левым пальцем темной ночью через попу людьми, которым вообще размножаться не следовало. А они мало того, что размножились, так еще и к трупам полезли своими ручонками. Поэтому почти в каждой квартире капает так же, как и у нас. И он, бедный, нервный, болеющий душой за дело человек, вчера весь день провел в разных квартирах нашего дома. А сегодня с утра мы, фактически последняя капля в чаше его терпения. Я порадовалась тому, что дома муж и тихо слиняла в комнату. Муж флегматично спросил: «Что посоветуете делать?» «А снести этот дом к ядрёне фене, больше тут ничего не поможет», — темпераментно ответил сантехник, а я ахнула в соседней комнате. «Как хочешь», — еще более флегматично ответил муж, «но чтобы не капало». В течение следующих 15 минут через две стены до меня доносились вопли о том, какие плохие тут стоят трубы, какими соплями они соединены, что их надо обмотать чем-то, и то больше толку было бы. Досталось и китайцам, изготавливающим все не то и не так, и нашим, как продающим, так и покупающим все это в магазинах. При этом что-то гремело, катилось, падало. А потом муж негромко спросил: «Герметик дать?» «Не поможет», — с садистским удовольствием ответил повелитель канализационных труб, и мое воображение быстренько нарисовало общедомовую картину потопа. Громыхание продолжалось еще 5 минут, постепенно переходя в пыхтение, перемежающееся матом, и вдруг наступила тишина. Полная, абсолютная, двухминутная. Из этой тишины вынырнул полностью переродившийся сантехник и голосом безмятежным, как море, в полдень позвал: «Хозяин, глянь!» Вроде больше не капает. И предложил: «Телефончик мой запиши, если вдруг что, звони сразу». Это я сегодня о чем? О том, что волшебники бывают разные, и заклинания их тоже не всегда звучат, как елочка зажгись. Но их всегда можно опознать по добрым делам и искорке гордости в глазах после того, как они предотвратят один маленький локальный конец света.